Друзья, всем привет! И в этом видео мы с вами сделаем отличную самоделку для любителей вяленой рыбки. Для этого нам понадобится пластиковый контейнер, в моем случае на 23 литра, шпильки М5, вентилятор или кулер, кому как удобнее, в моем случае на 5 вольт для экономии, гайки М5, болтики М5, шайбы тоже для М5 для крепления кулера и шпилек, кусок провода с USB штекера. Итак, первым делом размечаем наш вентилятор, прикладываем его к боковой стенке контейнера, далее либо маркером, либо, как в моем случае, каким-то острым предметом делаем разметку по периметру. Получилось примерно так. Дальше прочерчиваем окружность. Можно взять что-то похожее по диаметру нашего вентилятора, либо просто, как в моем случае, на глаз. Ну, друзья, такая ситуация. Думал, что это как капрон. Попытался пробить его, чтобы прорезать ножом. Треснул немножко. Но я думаю, ничего страшного. Сейчас с помощью бормашинки вырежем. Дальше с помощью бормашинки или наждачной бумаги убираем все лишнее за усердие. Примеряем наш вентилятор. Как видно, все подходит, все встает. Далее нужно просверлить 4 отверстия для крепежа. Обязательно перед установкой вентилятора определяем, какая сторона считается дующей. В моем случае это вот это вот. То есть тут захватывается поток воздуха, отсюда он выходит. Поэтому устанавливаем этой стороной. С противоположной стороны от вентилятора нужно обязательно насверлить отверстие для потока воздуха, точнее для выхода. Больше отверстий, еще больше отверстий. С обратной стороны убираем все лишнее ножом. Сделаем несколько отверстий в верхней части контейнера. Так, вот так вот наш контейнер выглядит в работе. Чтобы убедиться, что проток воздуха есть, проверяем. Устанавливать поперек примерно
заранее расставленным шпилькам отмечаем места под будущее. То же самое проделываем с обратной стороны. Устанавливаем наши шпильки на место. Также для избежания всяких подвижностей шпильки устанавливаем вот здесь и вот здесь вот дополнительные болтики и шайбы. Ну, таким образом получаются наши шпильки. Наша самоделка практически готова. Осталось только подсоединить провод и почистить хорошо наш контейнер от всяких заусенцев и от всяких послесверлений. Соединение изолируем обязательно синей изолентой. Только синей, потому что, как известно, только синяя изолента лучше всего справляется. Вот такая у нас самоделка получилась сегодня. Осталось только протестировать. Все дует, все работает. Такой контейнер у нас получился. Все работает. Вентилятор крутится. Вот. В качестве примера поставили рыбку. Ну, рыбка, мясо, кому что как подходит, по желанию. Да, конечно, видно, что это первая рыба, которая ближе к вентилятору. Она будет сушиться первой, быстрее точнее. Поэтому в процессе просто переставлять, менять вот эту сюда, просто местами, для равномерной просушки. Также проверим проток воздуха. Как видно, он есть. Также сверху. То есть все работает, все сушится. Итак, прошло 2 суток. Как видно, наша рыбка отлично сушится. Но у нас сейчас зимнее время, поэтому я поставил рыбку вентилятором к батарее. Батареи у нас сейчас очень теплые, поэтому вот я считаю, это отличный результат. 2 суток более чем. Рыбка наша, вот сейчас посмотрим. Да, такие распорочки, чтобы она лучше сохла. Вот, отлично. Сухая, то есть кто как любит. Можно немножко еще подсушить. Ну, мне так достаточно. То есть немножко такая мягкая. То есть 2 суток и все. Также тут можно сушить и мясо. Ну, может какие-то фрукты, сухофрукты делать. Кому как удобно. Все, кому понравилось, всем спасибо. Ставим лайк, подписываемся.